Господа, здравствуйте! Наконец-то сегодня будет действительно эпическая серия. Это день, который мы приближали как могли. Там есть еще некоторые технические подробности, но я думаю, вряд ли кто-то из вас хочет смотреть технику, когда он точно знает, что в середине этого видео Бентли поедет. Поэтому сейчас быстренько ее просто собираем и совершаем первый выезд. Все остальное уже потом. Еще расскажу, еще успеем. Но просто надо валить, короче. Все, да это вообще... едь домой. Бампер. Ну, бампер. Ну да. Ну, что делать? Крышка багажника. Ну, походу, надо называть ИП. Что ж, формально успех уже состоялся. Она проехала туда, обратно и даже повернула. Это при помощи монтажа, естественно, потому что как она будет поворачивать, мы до сих пор еще вам толком не рассказали и в деталях не объяснили. Но все, что нам сейчас нужно понять этим выездом, жизнеспособная ли вообще эта конструкция. У нас уже, очевидно, есть проблема по двигателю, потому что он не настроен, как еще и в той серии с Bentley. То есть он задыхается на низах, ему нужно сразу давать обороты, а эта техника работает на низах, поэтому получается неподходящие для него обороты. Это все решим чуть позже. Сегодня задача проверить шасси. С двигателем мы как-нибудь что-нибудь сейчас там сделаем, там газом отработаем и так далее. Нам сегодня важно, чтобы что-нибудь отвалилось, для того, чтобы мы понимали, где же у нее слабое место, потому что она еще пока не едет ни в какие дебри, никуда. Ее задача сейчас сделать свои вот эти вот первые маленькие шаги для ультратанка, но огромные шаги для всего канала Академик. И, соответственно, нам нужно проехать прямо, там, наверное, развернуться и вернуться обратно. И это будет
лучшее событие 2019 года, потому что непонятно, что произойдет. Может слететь гусеница, может бампер отвалиться, потому что у него зазор от звезды 0,001 мм, а кузов уже может ходить на раме. Это же все-таки получается рамная конструкция теперь, которая на подушках с кузовом соединена. Как знать? Погнали! Вы часто спрашивали, как же в эту штуку залезать. На данном этапе все легко. Ну а так, как вы сами понимаете, от двери остается только вот такой кусочек. Видимо, стекло уже опускаться не будет, потому что стекло просто вот такое. И когда он сместится вниз, физически ему места там не будет. То есть будет или подрезанная родная дверь, или сделанная из стеклопластика. В общем, клон этой двери какой-то, который, скорее всего, будет открываться как ламба двери. А может и нет. То есть сюда еще предстоит разместить некий узел с петлей. Поэтому на данный момент одеваем перчатки, потому что вам для того, чтобы сюда залезть, нужно во все вот это вот обтереться. И располагаемся. То же самое будет, когда у вас будет дверь. И все. Дальше все, что осталось, да, тормоз трогать пока бессмысленно, потому что даже тормозов у нас еще на данном этапе нет. Но они появятся. Тормозить сейчас можно просто попыткой поворота, грубо говоря, рулем, потому что он все равно при этом активен. И заводимся. Да. Так. И так. Дальше, не нажимая тормоз, просто ставим драйв. Хоп, она уже пытается ехать. Пробуем смотреть, что из этого получится. Едет, она едет! Твою мать! Все, я разулся. Вот, собственно, это и есть то, что мы хотели проверить. Достаточно ли то же самое натяжение у гусеницы, потому что его на самом деле может не хватить, этого натяжения. И когда разворачиваешься, ее может разуть. Это абсолютно типовая ситуация, потому что машина еще не настроена. Сейчас нам нужно ее настроить, понять, сколько же должна гусеница быть натянута в килограммах, и тогда все будет в полном порядке. Поэтому мы здесь и оказались. Одеть ее, я вам хочу сказать, это не так-то просто. Но есть способ. Для этого потребуются, наверное, помощники. Вот это-то мы и упустили. Маркер еще остался у тебя? Сейчас надо будет ремонт произвести. Просвет в любимом окне, про звезды, что в тишине, над горизонтом горят, и ты споешь, и тихо клены вздохнут, и вновь тебе подпоют ребят с нашего двора. Просвет в любимом окне,
Итак, получается, что все просто идеально. Естественно, как я и говорил, мы столкнулись с проблемами, которые, впрочем, были ожидаемы. Нам не нужен турбомотор. Здорово. Мы посвятили этому 3 или 4 серии, когда мы строили турбомотор. Все здорово, но он оказался верховой. Ему нужно раздуваться. Оказывается, внедорожная техника, да кто бы мог подумать, что на бездорожье, оказывается, рулят низовые моторы. Невероятно абсолютно. Никогда с такими не сталкивался. И вот опять. И вторая проблема, которая была известна с самого начала, еще на момент, когда мы эту гусеницу только заказывали, это то, что эта гусеница нам не очень подходит. Тот гребень, который идет посередине и который и делает так, что гусеница держится на катках и не уходит право-лево, он низковат. Исправить еще куча мелочей для того, чтобы это все жило долго и счастливо, например, мотор и так далее и тому подобное, и уже не за горами получается у нас второй выезд, который уже будет более боевой, и там нам нужно уже будет пытаться показать какую-то скорость, потому что сегодня, как ведет себя на скорости гусеница, мы толком не поняли, потому что разгонялись мы, где-то до 50. Как вы помните, цель проекта, плюс ко всему еще так, чтобы она ехала 100. И как раз нам бы в идеале сделать так, чтобы она к зиме 100 и поехала, потому что там у нас не будет абсолютно никаких проблем. Кайф! Bentley Ultratank – это победа, я считаю. Поэтому спасибо вам огромное, что вы смотрите до сих пор этот проект. Спасибо вам огромное, что вы смотрели его ранее. Огромное вам всем удачи. С праздником вас всех. И пока.